Мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро прогноз, гороскоп на неделю, события недели с 10 по 16 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, мы будем реалистами. Любой прогноз – это, увы, не рассказ об личной истории каждого. Но если призвать интуицию в помощь, я надеюсь, что этот Таро-прогноз будет вам чем-то полезен. Вот давайте узнаем, как карты видят этот период. Не всегда прогнозы по Таро совпадают с астрономическими, астрологическими прогнозами. Порой карты нам хотят подсказать что-то, что ближе, может быть, к нашей жизни, к какому-то конкретному моменту. Но неделя – это не такой большой срок, и тем не менее, давайте узнаем. И первая карта у нас будет называться «Что важно знать?», а возможная оценка ситуации. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности, как видят карты? Чему сейчас не время или что нам может помешать на неделе? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергии. Что по финансам? И личная жизнь. Итак, что важно знать? Ну, дипломатия. Это в помощь будет нам определенно. Но хотя и сам-то по себе для вас период позитивный. Как раз больше будет радости, будет больше вдохновения, желания, может быть, что-то изменить. Или пространство для вас больше таких подает ситуаций, когда со знаком плюс. Может эта карта свидетельствовать о том, что и буквально какое-то предложение или какая-то ваша личная история словно прояснится. Может быть, и для кого-то означает предложение руки и сердца, рыцарь кубков. Такое тоже может быть. А для кого-то из вас это вопросы, связанные с переездом, с перемещением. Но и есть и львы, у которых все вместе может словно закружиться, и это будет связано сразу как бы воедино несколько сфер вашей жизни. И личная жизнь, может быть, и вопросы заработка, вопросы переезда, перемещения и каких-то новых возможностей. Но эта карта позитивная, и поэтому для нас именно как новые возможности открываются, и поэтому по максимуму есть смысл использовать эту неделю. Не говорить себе «я подумаю завтра», ведь тут вполне вероятно, если мы как будто дадим назад или отступим от чего-то, или можем подумать, что ну я буду думать сегодня, а завтра как будто мне еще раз то же самое повторят. Так вот нет, могут не повторить. Поэтому куй железо, наверное, где-то пока горячо. Но, повторюсь, позитивная неделя по одной карте, что важно знать, какие-то возможности, предложения. И просто у кого-то это проиграется, может быть, больше в той или иной сфере, а у кого-то это будет все вместе. Но даже если у вас, словно, знаете, в одном узле сразу несколько сфер вашей жизни, вот то, что я сказала, это значит, что самое время пришло с чем-то разобраться. Но какой-то себе ориентир четкий, понимать, что я собираюсь делать. Или какой конечной точки, какого итога я хочу достичь. Потому что эту неделю вот как раз следует использовать по максимуму. Помните, что мысль материальна, и это уже доказано и наукой, это еще было сказано Альбертом Эйнштейном. И вот у вас такой позитивный период в том плане, что если мы знаем, чего хотим, нам словно пространство может открыть необходимые врата, или поможет договориться с нужными людьми, или поможет при взаимодействии с людьми понять друг друга. Одним словом, для себя сделать что-то очень важно, хорошее. Чего не избежать, правда? Вот все то, что я сейчас говорила. Десятка кубков. Мы просто должны быть счастливы. Понимаете, вот, наверное, какую-то свою цель, идею, вот что у вас сейчас на повестке дня. Ведь этот период не продлится долго. И в нашем турбулентном и переменчивом мире использовать тот период, когда относительно стабильно, хорошо, когда не нужно делать что-то на надрыве. У кого-то из вас это не просто какие-то новости приятные, радостные. Это еще и карта любви, это карта взаимоподдержки, это карта семьи одновременно и, безусловно, приятных эмоций, когда сбываются наши желания. Давайте посмотрим, чему сейчас не время.
Вообще ваша карта королева жезлов, и королеву жезлов больше отличает удачливость, своеобразная дела, работа, бизнес, деньги. Вот в этих сферах. И нам говорят, чему сейчас не время. Значит, вот таким где-то энергиям, как холодный расчет, или когда мы больше задумываемся о том, а что мне, допустим, принесут те или иные отношения. Или что мне принесет мое участие в каком-то деле. Ну или подобные вопросы. Вот, видимо, их надо как минимум на второй план отодвинуть, позволить себе быть счастливым. Если мы становимся чересчур, может быть, продуманными и где-то жесткими, то или пытаемся манипулировать людьми. Но вот в позиции не время, значит, это каким-то образом для нас может сыграть в минус. Те люди, которые с вами искренне и с которыми вы можете чувствовать себя в какой-то безопасности, когда вы можете проговорить любой вопрос, вот какой-то такой союз, он будет скреплен не какими-то материальными достижениями, а именно взаимопониманием. И вот как будто этому взаимопониманию на неделе нужно максимальное внимание уделить. Видимо, что такое, будем говорить, финансы, в чем удачливая королева жезлов, финансы или какие-то наши личные достижения, безусловно, это важная сфера, но, видимо, не все в нашей жизни можно измерить буквально, подсчитывая какие-то дивиденды или перекладывая на какую-то ось взаимоотношений, когда в основе лежит выгода. А ситуации-то ведь в нашей жизни бывают разные, когда вопрос касается не выгоды, а вот именно личной взаимопомощи, когда взаимопонимание важнее денег. И кто знает, может быть, в последующие недели мы как раз столкнемся с такой необходимостью. Нам нужно иметь людей, которые нас просто понимают, чувствуют, которые нам готовы прийти на помощь не потому, что мы что-то для них сделали, а потому что они нас действительно любят и переживают за нас. Может быть, вполне, я такое могу предположить, поэтому будьте внимательны. Но почему-то ж вот так вот нам говорят. И что нам помогает? Да, вот нам именно помогает карта звезда. Это карта выбора правильного направления лет на 10-20. И когда мы себе поставили какую-то цель, и словно мы к ней идем. Это к вопросу о том, что я говорила, мысль материально. Значит, какие-то планы мы точно будем корректировать, но какое-то свое намерение мы не должны упускать из вида. Нам помогает, для кого-то конкретно это будет проигрываться, нам помогает переезд, нам помогает, может быть, удаленная работа, нам помогает работа на самого себя, или нам помогает изучение языков. Старший аркан можно до бесконечности, наверное, перечислять, но звезда это что-то на эту неделю еще далекое. Это то, что мы планируем осуществить. И вот именно ваши планы и проекты, такие, которые более грандиозные. Не те, которые мы где-то корректируем в течение недели, в течение дня. А нет, назовите это той целью, к которой мы стремимся. Вот она, как звезда путеводная, для нас должна быть. Потому что обстановка будет еще 1000 раз меняться, и нам придется, видимо, взаимодействовать как и с людьми, так и принимать какие-то обстоятельства, которые мы не в силах изменить. Но наша цель, мы как будто к ней должны стремиться, и тогда нам, словно пространство, будет помогать. Вот что-то очень важное у вас может стоять на пороге, мои дорогие львы. Может быть, это та самая гавань, где вы сможете и быть самим собой, где-то и расслабиться. Может быть, это то ваше место комфорта, которое будет служить вам много лет. Но расчета там какого-то холодного быть не должно. Дела, работа, бизнес. Но почему-то карты нас считают, что мы должны это услышать. Получение бумаг, получение документов, получение согласований или каких-то заключения контрактов, получение денег. Все-таки у нас выпадает туз пентаклей. Здесь больше в позитивном, безусловно, ключе, когда мы многие вопросы на этой неделе решаем. Но, повторюсь, мы не должны в этот материализм где-то соскользнуть. Мы должны продумать, как что-то улучшить на длительный период жизни. Как вот то, что мы согласуем, сделаем, совершим, получим на этой неделе, переложить на какую-то длительную траекторию по карте звезда, чтобы осуществить
какое-то свое важное намерение или цель. Иногда бывает так, что какая-то новость приходит по тузу Пентаклей, которая нас на первый момент может словно выбить из колеи. В последующем мы понимаем, что это было необходимо. Но каким-то образом мы как будто это применим к себе. Ну, то есть не всегда, конечно, эта карта проигрывается вот в этом значении, но тем не менее я знаю точно, что это может такое быть. Это, знаете, как пришла какая-то или какое-то известие, и мы словно на какой-то момент обездвиженные. Мы не знаем, что с этим делать, мы не знаем, как правильно взаимодействовать. Это своего рода такой стопор внезапный, который нам дается для переосмысления. Мы видим, благодаря, может быть, какому-то известию, более реально обстановку вокруг нас. И поэтому оценить наши возможности, вот то, что мы планируем сделать, и есть какая-то реальность, вот в таком трехгранном измерении, как будто в эту неделю могут быть как и события, так и какая-то информация. Поэтому будьте внимательны. Глядя на эти карты, могу сказать, что мы на этой неделе закладываем свой будущий успех ментально. Что у нас по финансам? По финансам нужно исключить любой риск. У нас выпадает карта Верховной Жрицы, и это в первую очередь независимость. И мы будем говорить, что значит, деньги где-то мы не должны тратить. Более того, ведь деньги – это способ взаимодействия с миром, и поэтому какую-то сумму, мои дорогие львы и львицы, вы словно должны оставлять себе. Ну, как заначка, извините. По-другому не скажешь, это правда. То есть должна быть словно сумма на черный день. Она нам пригодится. Или вот когда мы, может быть, чувствуем себя наиболее ресурсным, все-таки деньги это у нас ресурсы в первую очередь, тогда мы уверены в себе, тогда какой-то сложный может быть период жизни, мы ведь говорим о какой-то цели, о намерении, как будто на этой неделе вам пространство может продемонстрировать, или вы можете очень ощутить как-то остро, чего же я хочу в этой жизни достичь. И поэтому, как правильно взаимодействие с финансами, как где-то собственные суждения, независимость. Но это не в плане, что мы кому-то транслируем или что-то так вот заявляем и настаиваем на своем мнении. Нет, конечно, потому что Верховная Жрица, она все делает завуалированно, мягко, незаметно. Она скорее отойдет полшага назад в тень, нежели будет устраивать какие-то доказательства и споры. Вот, кстати, может быть и будет такая ситуация, когда нам захочется, может быть, мы видим свою правоту, и нам хочется объяснить или вот именно доказать что-то, а нам говорят, этому точно не время. И более того, нам это может помешать. А вот какая-то такая более аккуратная позиция, не включение в какие-то вопросы, но и с другой стороны Верховная Жрица, ведь тут духовность идет. И нам еще раз отчасти карта говорит, что есть что-то более важное, чем деньги. Видимо, в будущем это будет ваш оплот. Вот еще раз нам карта где-то повторяет. И в личной жизни на неделе. Ну, не все вам тут может нравиться, прямо скажем, карта апатии. Или вам могут что-то предложить в том варианте, который льву вообще никак ни вправо и ни влево, ни вперед и ни назад. И правда, можем так отчасти, может быть, это будет связано где-то с новостью, которая будет включать в себя вопросы оформления документов, например, да, или как обустроить то или иное дело. То есть мы могли видеть какую-то одну картинку, или мы хотим каким-то одним образом что-то осуществить. И здесь не обязательно может касаться чувств. Тут может быть вообще все перемешано. Какие-то дела, решения, опять же, по документам, еще какие-то вопросы. Я бы сказала, тут все сферы жизни будут важны. Но в основе будут именно личные какие-то отношения или личная какая-то история лежать. Так вот, мы можем быть с чем-то не согласны. Или мы бы хотели, чтобы, ну, как-то по-другому это шло. Или развивались события. Или человек, может быть, к нам как-то вот по-другому открылся. Или сделал нам комплимент. Или порадовал нас. Ну, тут все что угодно может быть. Ну, значит, надо принимать, тем не менее, какую-то реальность таковой, как она есть. Нам не должны помешать, как ни наши амбиции. Нам не должно помешать наше эго исполнить какую-то важную мечту. Не будет, видимо, на
1000% все так, как хочет лев. И вот именно эту реальность надо принять, потому что что-то более важное совсем скоро у вас откроется, или вы узнаете, или будут меняться вокруг вас обстоятельства, мои дорогие львы. И чтобы не пожалеть потом, через несколько, может быть, недель, о том, что я где-то погорячился или я где-то поторопилась, вот чтобы этого не произошло, поэтому быть лояльней к миру, принимать людей такими, какие они есть, это значит и для себя сделать что-то хорошее, особенно в том плане, когда мы избавлены будем от каких-то ложных иллюзий. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие.